Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу просто обалденный кокосовый кето-торт Рафаэлло. Для бисквита сначала смешиваю все сухие ингредиенты. 50 грамм миндальной муки, 80 грамм кокосовой стружки, 10 грамм псилиума, пакетик ванилина 1,5 грамма, 10 грамм разрыхлителя, 4 мерные ложки сахарозаменителя и щепотку соли. Теперь 2 яйца взбиваю до пышной пены. К ним добавляю 250 грамм мягкого творога и снова взбиваю. Соединяю с сухой смесью. В форму диаметром 16 сантиметров перекладываю готовое тесто. Слегка разравниваю. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовый и остывший бисквит делю на 3 равных коржа. Для этого ножиком делаю надрезы, продеваю в них нитку и стягиваю ее крест-накрест. Так повторяю с каждым коржом. Теперь приготовлю крем. В кастрюльке у меня 300 мл жирных сливок. Добавляю к ним 2 яйца и увариваю, постоянно помешивая, примерно 5 минут. Потом охлаждаю. Холодные сливки должны загустеть. Добавляю туда 4 мерные ложки сахарозаменителя, 10 грамм загустителя для сливок и пакетик ванилина 1,5 грамма. Взбиваю все миксером. Масса должна сильно увеличиться в объеме. Добавляю туда 50 грамм мягкого сливочного масла и снова взбиваю. Получается очень плотный стабильный крем. Перед сборкой торта нужно слегка измельчить 50 грамм жареного миндаля. Должны получиться такие довольно крупные кусочки. В кольцо диаметром 16 сантиметров вкладываю ацетатную ленту, чтобы торт было проще вынимать. На дно тарелки кладу капельку крема, чтобы торт не скользил. Дальше выкладываю первый бисквит. На него треть крема. На крем половину миндаля. Точно так же повторяю и второй слой. Третий бисквит хорошенько прижимаю и выкладываю на него половину от оставшегося крема. Остальную часть крема использую на борта торта. Отправляю торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше оставить на всю ночь. Присыпаю торт сверху кокосовой стружкой.
Обмазываю бока кремом. И также присыпаю бока стружкой. У меня торт постоял в холодильнике всего 4 часа, но на следующий день он стал в десятки раз вкуснее. Так что рекомендую набраться терпения. Если по низкокалорийному рецепту, который тоже есть на моем канале, еще можно что-то заподозрить, то этот вариант уж точно не отличить от классического торта с мукой и сахаром. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!